Вечный бардак на столе? Забываешь, куда положил телефон 5 секунд назад? А может, обожаешь разговаривать сам с собой? Тебя наверняка называли ленивым или странным. Бесит, да? Но что, если я скажу, что общество ошибается? Что, если твои самые жуткие недостатки — это прямой маркер запредельного IQ? Серьезно, Эйнштейн терпеть не мог носки. Тесла ненавидел жемчуг. У всех великих умов были дикие заскоки. Сейчас я назову 7 абсолютно абсурдных привычек настоящих гениев. Смотри до конца и загибай пальцы. Готов поспорить, минимум 3 совпадения у тебя точно есть. А если соберешь все 7, что ж, тогда тебе пора менять этот мир. Ну что, проверим твой мозг. Привычка первая. Творческий свинарник. Мама в детстве ругала тебя за бардак в комнате? Зря. Кэтлин Вокс из университета Миннесоты провела жесткий эксперимент. Она посадила людей работать в идеальной чистоте, а других в жутком хаосе. И знаешь что? Те, кто сидел среди раскиданных бумаг и грязных кружек, выдавали гениальные идеи одну за другой. Идеальный порядок убивает креатив. Хаос заставляет мозг ломать шаблоны, так что не трогай эти вещи на столе. Это не мусор, это твоя творческая экосистема. Один палец загнул, идем дальше. Второе. Ты вампир. 2 часа ночи. Нормальные люди спят, а ты смотришь это видео. Чувствуешь вину за сбитый режим? Брось! Эволюционный психолог Сатоси Каназава доказал, ночной образ жизни — это признак продвинутого мозга. Исторически мы должны были спать в темноте, но умные люди эволюционировали. Их мозг адаптируется к новым условиям быстрее. Статистика не вред. Взрослые с высоким IQ ложатся спать минимум на 40 минут позже остальных. Так что ты не сова, ты новая ступень эволюции. Третье. Разговоры с самым умным человеком. С собой. Ловил на себя косые взгляды в супермаркете, когда бубнил под нос список покупок. Люди думают, что это клиника. Нейробиологи думают иначе. В Пенсильванском университете выяснили, речь вслух работает как турбокнопка для твоей концентрации. Когда ты проговариваешь задачу, твой мозг включает визуальный радар. Ты быстрее находишь решения, быстрее соображаешь. Ты не сумасшедший, ты просто умеешь активировать скрытые ресурсы памяти. Четвертое. Память как у рыбки. Куда я положил ключи? Зачем я пришел на кухню? Бесит эта рассеянность, а теперь выдыхай. Нейробиологи из Торонто заявили, забывать мелкие детали — это круто. Твой мозг не тупит, он намеренно стирает кэш. Он удаляет фоновый мусор, чтобы освободить место для глобальных концепций и сложных решений. Это называется высокая нейропластичность. Если ты забыл имя соседа, ничего страшного, зато ты видишь картину мира целиком. Пятое. Моя любимая. Прокрастинация. У тебя дедлайн завтра утром. Что ты делаешь сейчас? Правильно, ничего. Адам Грант из Уортонской школы бизнеса выяснил невероятное. Люди, которые умеренно откладывают дела на потом, на 28% креативнее отличников, которые все делают заранее. Это называется эффект инкубации. Пока ты играешь в приставку или листаешь ленту, твой мозг в фоновом режиме продолжает решать сложную задачу и в последний момент выдает шедевр. Твоя лень — это стратегическая пауза. Шестое. Тебе не нужны люди. Сколько у тебя настоящих друзей? 2, 3, а шумные вечеринки высасывают из тебя всю энергию? Тебе пытались внушить, что ты интроверт или социофоб. Чушь! Исследование 15 тысяч человек показало дикую аномалию. Обычные люди становятся счастливее, когда много общаются. А вот люди с высоким IQ, наоборот, чем больше они тусуются, тем хуже себя чувствуют. Их мозг заточен под великие долгосрочные цели. Пустая болтовня ни о чем для них просто раздражающий шум. Одиночество — это твоя суперсила. И, наконец, 7. Главное. Ты сейчас смотришь это и думаешь, да не, какой я гений, я обычный. Поздравляю, ты только что подтвердил свой высокий интеллект. Слышал про эффект Даннинга-Крюгера? Глупые люди всегда уверены в своей гениальности, потому что они слишком ограничены, чтобы увидеть свои ошибки. А вот настоящие таланты постоянно сомневаются в себе. Им кажется, что если задача далась им легко, значит это просто легко, и любой так сможет. Нет, не любой. У тебя синдром самозванца только потому, что ты видишь мир глубже остальных. Ну что, пора подводить итоги. Пиши в комментарии прямо сейчас, сколько пальцев ты загнул. Только честно. Если набрал хотя бы 4 из 7, добро пожаловать в клуб. А если ты хочешь еще лучше понимать, как работает твой мозг и как хакнуть эту жизнь, жми кнопку подписки. Увидимся в следующем видео.